Цветок у нас трехслойный. Как вязать серединку мы уже с вами рассмотрели в предыдущем видео. Сейчас рассмотрим, как вязать два слоя лепесточков. Первый вариант цветочка у меня был из 5 лепесточков. Но я решила все-таки выбрать вариант, чтобы было 7 маленьких лепесточков в первом слое и 7 побольше лепесточков во втором слое. Как вязать серединку мы с вами уже разобрали, я ее пока что уберу. Рассмотрим первый слой маленьких лепесточков. Лепесточков 7, 10 боковых петельки гусенички у нас идут на внутренний изгиб и 15 на контур лепесточка. В сумме 25, умножаем их на 7, получается 175 боковых петельки гусенички. Шнур связан очень плотно, чтобы цветочек у нас был упругим. Для второго слоя лепестков нам потребуется гусеничка длиной в 203 боковых петельки. Перед тем как сшить, мы ее расправляем, чтобы она не переворачивалась. Прикладываем вот таким вот способом и аккуратно будем сшивать. Выводим иглу в том месте, где у нас соединение боковых петелек. Присоединяем. И теперь имитируем боковую петельку в том месте, где мы сшиваем. Подтягиваем, но стараемся не стянуть. Выводим нить с другой стороны, с противоположной. И сейчас у нас есть возможность эту ниточку также вдернуть в иголочку и уже будем ей сшивать. С этой стороны также будем имитировать боковую петельку гусенички. Сейчас вот сформируем петельку. Заготовка из шнура готова. Дальше мы уже будем ее обвязывать и формировать лепесточки. Сначала мы обвяжем ярко-красной нитью по внешнему контуру лепесточков. На большие лепесточки у нас уходит 29 боковых петельки гусенички. Мы отступаем от соединения 5 петелек это на внутренний изгиб и 19 на контур лепесточка. Отступаем для того, чтобы у нас было куда прятать нить и не было лишнего утолщения. Нить в 5 сложений. Кончик у меня очень тонкий, я его могу прямо спрятать, ввязав. Рабочий метраж нити получается 1000 метров на 100 грамм. Закрепили нить и сейчас будем набирать 10 петелек одновременно на крючок. Формируем внутренний изгиб лепесточка. 10 петель и для больших, и для маленьких лепесточков. Провязываем их все вместе, очень плотно, чтобы завиток у нас не расползся. Закрываем, тоже очень плотно. И обратите внимание, что я прикреплюсь к шнуру в ту же петельку, из которой была 10-я петелька. Следующие 19 петелек мы будем обвязывать зигзагом. Чередование соединительной петли и воздушной.
Провязали 19 петелек. Сейчас мы присоединимся к шнуру соединительной петлей. И это будет первая из 10 петелек, из которых сформирован изгиб. Снова набираем 10 петелек на крючок, провязываем их все вместе, формируем внутренний изгиб лепесточка. И дальше уже следует повторение. Внутренний изгиб, 19 петелек зигзагом, внутренний изгиб и снова 19 петелек. Так 7 раз. Уже видно, как будет выглядеть лепесточек. Заканчиваем, присоединяясь к первой из 10 петелек внутреннего изгиба. Эта нить нам больше не нужна, я ее сразу прячу, вывожу на изнаночную сторону, чтобы она нам не мешалась при дальнейшем вязании. Вот такая получилась у нас заготовочка. Уже видны явно 7 лепесточков. Пышненький зигзаг, аккуратные внутренние изгибы. Следующим шагом мы будем заполнять бордовой нитью внутренности лепесточка. Внутренний изгиб мы будем обвязывать зигзагом. У нас получается на зигзаг 8 петелек. Первая и 10, они уже пойдут на большой лепесток. Обратите внимание, что лепесток будет начинаться ровно с противоположной стороны от изгиба. Прикрепились, затем подъем 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, 3 столбика с 3 накидами, это для маленького лепесточка, снова с 2, с одним, закрываем все вместе, 2 воздушные петельки, прикрепляемся к лепестку. Это получается первая из 10 петелек, которые мы проводили на изгиб вернее. Получается, первые 10 у нас идут на лепесток, и между ними 8 мы обвязываем зигзагом. Для слоя с большими лепестками будет также первые 10. Единственное, будет отличаться, что для большого лепестка у нас не 3 столбика с 3 накидами, а будет 5 столбиков с 3 накидами. Прикрепились ровно с противоположной стороны. Первая. И еще 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И возвращаться будем к 10. 2 воздушные петли на подъем. Затем пропускаем одну и во вторую. Провязываем столбик с одним накидом. Следующий столбик с 2 накидами. Снова через одну. Столбик с 3 накидами. Каждый раз пропускаем по гусеничке через одну петельку. И для большого цветочка провяжем еще 4 столбика с 3 накидами. То есть
В общем, будет их 5. Следующий столбик будет с 2 накидами, то есть идем на убавление. Столбик с 1 накидом, и сейчас все это вместе провяжем по возможности плотно. Закрываем, провязываем еще одну петельку. Получился у нас вот такой вот лепесточек. Дальше мы вяжем 2 воздушные петельки и присоединяемся к гусеничке. Следующие 8 петелек мы обвяжем зигзагом. Затем снова присоединяемся к шнуру и уже отсюда делаем подъем 2 воздушные петли. Получился у нас вот такой вот лепесточек. Когда будем пришивать, он у нас соединится. Все остальные вяжем точно так же. Готов у нас нижний слой лепестков. Эти лепесточки побольше, чуть-чуть, но их тоже 7. И нить не обрезайте, ей можно будет либо пришить, либо вязать. Подъем 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом, с 2 и 5 столбиков с 3 накидами. Затем на убывание 2, 1 и 2 воздушные петли. Верхний слой сделала лепесточки поменьше, только потому что они не будут у нас прикрепляться к сеточке. Я боюсь, что после стирки они могут потерять свою форму. А когда они маленькие, они более упругие. Теперь у нас готовы все 3 слоя. Осталось их только либо сшить, либо связать в шахматном порядке. Прикрепляться будем за предпоследний ряд основы. Тут у нас как раз вот есть дуги от петелек. Я их просто посчитала, у меня получилось случайно 21, то есть по 3 дуги на каждый лепесток. Привязываем вот таким вот способом. Прикрепляем к лепесточку и прикрепляемся к основе. 2-3 прикрепа. Между лепесточками 2-3 воздушные петельки. Пропустили снова одну петельку. И следующий лепесточек.
Сначала привязываем первый слой лепесточков, а затем уже второй. Второй слой можно прикреплять именно вот за эти цепочки из соединительных между лепесточками. Наш цветочек готов. Расправляем лепесточки. Так вот выглядит это с изнаночной стороны. Первый цветочек у нас немного отличается, разный цвет серединки и разное количество лепестков. Связаны совершенно по одному же принципу.